Мы видим, как цинично диктатор Беларуси Лукашенко использует жизни и судьбы людей в своих политических интересах. Хочется сказать не диктатор Беларуси, а гауляйтер Беларуси. Искусственно за деньги свозит в Беларусь мигрантов. Начав еще в июне гибридную войну в отношении Литвы, потом Латвии, а теперь и Польши, он преследует несколько целей. Во-первых, отомстить за то, что демократический мир не хочет согласиться с убийствами, массовым насилием и репрессиями в отношении граждан Беларуси, закрытием всех независимых СМИ и ликвидацией более 100 неправительственных организаций, правозащитных, журналистских, творческих и других. Во-вторых, показать белорусам, что западный мир на примере мигрантов не соблюдает права человека. В-третьих, довести ситуацию до максимального уровня эскалации на границе с Европейским Союзом вплоть до вооруженного конфликта. В-четвертых, заставить демократический мир говорить с ним на его условиях террориста, который выступает с позиции якобы сильного. Принимая во внимание важность соблюдения прав каждого мигранта, с одной стороны, а с другой стороны, видя угрозу дальнейшему наращиванию и эскалации организованного по указанию Лукашенко миграционного потока в ЕС, представляется важным, чтобы в Брюсселе воспринимали эту ситуацию не как отдельно взятый миграционный кризис, а в контексте общей проблемы диктатуры Беларуси, которая создает и будет наращивать угрозы региональной безопасности как в Центральной и Восточной Европе, так и в Евросоюзе в целом. Отсутствие стратегии разрешения белорусского кризиса будет провоцировать и далее кризисные ситуации, подобные миграционной. В этой связи могут быть рассмотрены различные сценарии действий Объединенной Европы в сложившейся ситуации. Предположим, первый сценарий. Начать переговоры с диктатором и выторговать временную паузу в эскалации миграционного конфликта. Пойти на уступки режиму, закрыв глаза на самые масштабные за послевоенную историю массовые репрессии в отношении европейского народа. Ведь только наивный политик может согласиться с тем, что диктатор Лукашенко освободит сотни заключенных по политическим мотивам, восстановит на работе десятки тысяч белорусов, которые принимали участие в мирных протестах, вернет на родину сотни тысяч выехавших за границу, спасаясь от политических преследований, а может воскресит 16 застреленных или погибших при невыясненных обстоятельствах граждан европейской страны, вернет право на деятельность сотням независимых СМИ, неправительственных организаций, которые он ликвидировал. Кто-то в ЕС верит в это? Уверен, что нет. Второй сценарий. ЕС попытается договориться с Россией. Но сегодня ни Европа не имеет аргументов убедить Путина говорить с ней о Беларуси, ни Путин не имеет желания обсуждать с Европой белорусский кризис. В любом случае, Путин определил для себя срок, и войска России, прибывающие в Беларусь на учение «Запад-2021», купили билет в одну сторону. А значит, через 2-3 года на границе с Литвой, Латвией и Польшей может появиться новый субъект Российской Федерации – Белоруссия. И на это никогда не согласится белорусский народ. Это то, что противоречит интересам ЕС. И теперь третий сценарий. Год Европа жила в иллюзии хоть какой-то договороспособности Лукашенко, растягивая во времени использование политических и экономических санкционных инструментов. При этом на втором плане оставался вопрос правовой ответственности режима. Очевидно, что настало время начать процесс признания Лукашенко и его сообщников международной террористической организацией за совершенные нерасследованные убийства и массовые пытки, за акт международного терроризма по принуждению к посадке самолета Ryanair, за торговлю людьми и организацию нелегальной миграции. Правозащитниками и юристами собрано достаточно фактов для того, чтобы дать квалификацию действиям режима как преступлениям против человечности и возбудить производство в Международном уголовном суде в Гааге, используя прецеденты Руанды и бывшей Югославии. Признание Лукашенко и его сообщников международной террористической организацией полностью заблокирует какие бы то ни было экономические и политические контакты с режимом. Само начало процесса деморализует диктатора. Нужно оставить его в полном одиночестве. Даже России будет невыгодно финансировать его в кресле диктатора.